Кто это? Скорее всего, дьявол. По крайней мере, с XII века на католических изображениях его главным опознавательным знаком стали рога. Они были похожи на козлиные, бычьи, реже бараньи. А это кто? Пророк Моисей. Но как на голове предводителя, выведшего израильский народ из Египта, появились рога, уподоблявшие его золотому тельцу и, что хуже, демону? За ответом следует отправиться в позднюю античность. По самой распространенной версии, рога на голове Моисея появились в христианском искусстве в результате ошибки, которую допустил один из отцов церкви, Иероним Стридонский, когда переводил Ветхий Завет с древнееврейского на латынь. Как сказано в книге «Исход», Моисей дважды поднимался на гору Синай, где говорил с Богом. В первый раз Господь вручил ему 2 скрижали с заповедями, которым должен был следовать народ Израилев. Однако по возвращении пророк обнаружил, что евреи впали в идолопоклонство и стали почитать золотого тельца. После этого он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижалей и разбил их под горою. Тогда он по велению Господа сам изготовил 2 каменные таблички и с ними во второй раз поднялся на гору, где Господь снова продиктовал ему свои 10 правил. После 40 дней и 40 ночей на вершине горы Моисей, осененный божественной благодатью, вновь вернулся к израильтянам. В латинском переводе, который сделал Иероним, говорится, что, спустившись с Синая, Моисей не знал, что лицо его стало рогатым. В греческом переводе Ветхого Завета, известном как Септуагинта, или перевод 70 толковников, в этом месте никаких рогов нет. Потому нет их и в церковнославянском тексте книги «Исход», который был переведен с греческого, нет и в русском синодальном переводе, сделанном в XIX веке. Там говорится только о свете, исходившем от лица Моисея. Тот не знал, что лице его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. Но что было сказано в древнееврейском тексте? И действительно ли рога – это ошибка перевода? В оригинале книги «Исход» стоит крайне редкий глагол «каран», образованный от существительного «керен» – «рог». Что означало слово «каран» изначально, не совсем ясно. Но в подавляющем большинстве переводов оно понимается как «сияние». Однако существует перевод на греческий, который во II веке создал Аквила Синопский. И там действительно было сказано, что у Моисея выросли рога. Мог ли Иероним воспользоваться этим текстом? Ну, почему бы и нет? Или, возможно, он опирался на еврейскую устную традицию. Ведь он общался с евреями Вифлеема, которые помогали ему с транслитерацией имен. Так что не исключено, что Иероним, изучавший иврит и желавший быть максимально близким к тексту, не допустил ошибку, спутав 2 похожих слова, а избрал одно из возможных, пусть и, надо признать, необычных толкований. Латинский перевод, который создал Иероним, стал в католическом мире базовым и пользовался колоссальным авторитетом. Однако первые изображения, на которых пророк Моисей представал бы с рогами, появились только полтысячелетия спустя, в XI веке. Древнейшими примерами служат одна англосаксонская и одна немецкая рукопись. В изложении Шестикнижия, составленном англосаксонским монахом Эльфриком Грамматиком, на голове Моисея появляются громадные рога, напоминающие козлиные или бычьи. А в немецком Евангелиаре Иуты есть крошечная сцена преображения Господня. Когда Христос вместе с учениками взошел на гору, просияло лице его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующий. На миниатюре по правую руку Спасителя выглядывает Моисей, у которого посреди лба торчит один длинный рог. Если следовать тексту Ветхого Завета, в переводе Иеронима, рога появились у Моисея только после того, как он поднялся на гору Синай. Тем не менее, постепенно его стали изображать рогатым даже в тех сценах, которые по времени предшествовали этому эпизоду. В том же изложении Шестикнижия рога появляются на голове Моисея в нужный момент, но кто-то, чтобы устранить непорядок, дорисовал ему небольшие черные рожки в нескольких более ранних сценах. Со временем рога превратились в главный, или второй после скрижалей, опознавательный знак Моисея. Свидетельство его избранности, отпечаток божественной благодати. Конечно, не все Моисеи были рогаты. Но рога на голове библейского персонажа, если он, конечно, не дьявол, с 99% вероятностью говорят о том, что это Моисей. Репутация рогов была чрезвычайно высока. В некоторых средневековых текстах рогам пророка уподобляли раздвоенные митры
какие носили католические епископы. Рога плотно вросли в голову пророка. И тем не менее, этот редкий знак, визуально сближавший его с дьяволом, не мог порой не вызывать сомнений. Что эти рога означают? Почему Моисей оказался единственным, кого Господь отметил таким образом? И что вообще сказано в древнееврейском тексте? Около 1170 года парижский теолог по имени Петр Коместр или Петр Едок составил емкое переложение библейской истории под названием «Historia Scholastica», то есть схоластическая или точнее даже школьная история. Этот текст стал пособием для поколений клириков, которым требовалось усвоить все повороты событий, описанных в Ветхом и Новом Заветах. Петр процитировал текст Вульгаты и добавил краткий комментарий, который уводил от буквального толкования сказанного. Слова о рогах говорят о том, что от лица пророка расходились сияющие лучи, слава, которую осенил его Господь. Другой влиятельный богослов, Николай де Лира, в XIV веке предполагал, что рогатое сияние было ниспослано Моисею для устрашения евреев, которые в его отсутствие стали поклоняться идолам. Говорим «рога», подразумеваем «лучи». Потому на некоторых изображениях Моисей предстает то с рогами, то с лучами, которые образуют вокруг его головы венец. Одновременно с короной лучей и двумя рогами. Либо, что еще интереснее, с двумя острыми потоками лучей, которые формой напоминали два рога. Что получается? Не рога с сиянием, а сияние как рога. Как оставить рога и в то же время от них избавиться? Как ясно отделить Моисея от дьявола? Вот в чем вопрос. Создатели некоторых изображений придумали следующий путь. Они представляли пророка не с рогами, растущими из головы, а в раздвоенной, словно двурогой шапке. В одной французской рукописи XIV века Моисей, держащий скрижали заповедями, одет в невысокий головной убор с двумя красными лентами. И они поднимаются вверх, словно рога. Как сказано в тексте, сопровождающем эту миниатюру, пророк вернулся к израильтянам рогатым и не знал, что его лицо сияет так ярко, что никто из людей не мог на него взглянуть. На исходе Средневековья на портретах Моисея, я ставлю, само собой, это слово в кавычки, появилось еще одно изобретательное решение. Вместо рогов художники стали изображать два острых, словно поднятых ветром или закрученных вихра волос. Тем самым они сохраняли привычный знак, позволявший опознать Моисея среди других пророков или святых, но придавали ему какое-то реалистичное обоснование. И, возможно, делали Моисея не столь похожим на дьявола. Во второй половине XVI века перед лицом протестантской иконофобии и иконоборчества католическая церковь взялась за чистку своего культа образов от догматически или морально сомнительных сюжетов и практик. В 1570 году профессор Лувенского университета Ян ван дер Мёлен, или в латинском варианте произношения его имени Иоанн Маланус, опубликовал трактат под названием «О священных картинах и образах». Среди множества сюжетов он кратко упомянул и о рогатом Моисее. Дадим ему слово. Хотя критики, в том числе иудеи, смеются над тем, что католики изображают в своих церквях пророка похожим на дьявола, в этом образе нет ничего лживого или вредного. Конечно, у пророка на голове не было никаких рогов. Это лишь иносказание. Когда Моисей спустился с Синая, его лик сиял, и лучи, которые от него расходились, напоминали по форме рога. Но не все были столь благосклонны к средневековой традиции. В раннее новое время среди образованных клириков все шире расходилось представление о том, что рога Моисея – это просто плод переводческой ошибки. А сходство рогов пророка и рогов дьявола стало вызывать все больше сомнений. Многие скульпторы и художники следовали давней визуальной традиции. Так, на знаменитой статуе, которую Микеланджело создал для собора Святого Петра в Риме, на голове пророка видны две вытянутые шишки. Это и есть рога, просто маленькие и закругленные на концах. Однако другие мастера все чаще уходили от средневековой буквальности и применяли разные комбинации рогов, лучей, волос. Скажем, два пучка лучей, напоминающих два огромных или, напротив, крошечных рога. Два вихра, похожих одновременно на рога и на языки пламени. Зрителю таких картин или гравюр было сразу понятно, что перед ними Моисей, но без демонизма. Рога, да не рога. Привычный знак есть, но притом его нет.
А потом он и вовсе исчез. И ни волосам, ни лучам под рога мимикрировать больше не требовалось. С вами был Михаил Майзельс, программа «Бог в деталях». Следующее расследование выйдет через неделю. Подписывайтесь на наш канал «Идеи без границ».